Официально европейская цивилизация началась с Римской империи. Римляне строили общественные туалеты, общественные бани, термы. Римляне строили дороги, мосты, плотины, а потом непонятно почему Европа погрузилась во мрак Средневековья. Немного информации. Что творилось в Европе в средние века? Ночные горшки выливали в окна и часто на головы прохожим, из-за чего придумали широкополые шляпы. Всем известный жест, когда мужчина снимает шляпу перед женщиной, изначально означал стряхнуть дерьмо с шляпы. Нечистоты текли по улицам, из-за чего была придумана обувь на каблуках и высоких платформах. Придумывали даже мини-ходули для ходьбы по улицам. Домашние животные – лошади, коровы и свиньи жили в городах и добавляли навоза в и без того грязные города. Средневековые путешественники, рассказывая о Париже, отмечали, что вонь от этого города распространяется на несколько километров. Деградировали не только простые жители, но и так называемая знать. В замках они устраивали бесконечные балы и пиры. Обычным развлечением у знати была ловля блох на себе и на соседях по столу. У возлюбленных был специальный амулет на шее для того, чтобы носить блоху от любимого человека на своей груди. Дамы носили с собой собачку, чтобы блохи перебегали к ней, так как собачка имеет более высокую температуру тела. Вши и сифилис, которым болели практически поголовно все в то время, приводили к облысению, и чтобы скрыть отсутствие волос, придумали парики. Знать мылась 1-2 раза в жизни, во время крещения и на свадьбу. От людей тех лет очень сильно воняло, и чтобы перебить этот смердящий запах, были придуманы духи. Гигиена и медицина – показатель развитости общества. Что касаемо медицины, в те времена почти все болезни лечили кровопусканием. При родах врачи не мыли руки. Это приводило к родильной горячке у 30% женщин, причиной которой было заражение крови – сепсис. Не менее половины женщин умирало. То, что немытые руки врача и родильная горячка связаны друг с другом, впервые в середине XIX века предположил гениальный акушер и ученый Игнац Земельвейс, работавший в Будапеште. Он заметил, что врачи больницы часто приходили принимать роды прямо из секционного зала, где вскрывали трупы. Причем руки после работы с трупом почтенные доктора того времени не мыли, а просто наскоро вытирали тряпкой и шли принимать роды. К сожалению, научное сообщество того времени осмеяло идеи Земельвейса. И только через 18 лет после публикации Земельвейса его теория была признана, и повсюду в родильных домах в практику стала вводиться обязательная дезинфекция рук медицинского персонала перед приемом родов. Это было во второй половине XIX века. Перенесемся в 17-18 века. На балах и пирах обедающие ходили в туалет за угол или за занавеску. После того, как замок был изрядно загажен, знатная публика перемещалась в другой замок, загаживала его, а потом занимали следующий замок. Тут, кстати, можно задуматься вот над каким вопросом. Почему ходили за занавеску и за угол? Не было туалетов или не работала канализация? Если туалетов не было вообще, тогда замки – это действительно промышленные здания тех лет. Возможно, заводы или элеваторы, которые после катастрофы стали использовать не по назначению. Если канализация не работала, то почему? Какое событие ввергло всю европейскую цивилизацию в дикость Средневековья? Кстати, что-то похожее было после распада СССР в некоторых республиках. Из городов уехали специалисты. Города погрузились в хаос. Нет электричества, нет отопления и водоснабжения. Я прекрасно помню сюжеты 90-х годов по ТВ, где в заброшенных многоквартирных домах продают электричество от бензогенератора по часам, а отопление в замерзающих домах организовали путем установки буржуйки на кухню. Другими словами, в Европе в те времена была некая цивилизация, что-то вроде СССР тех лет, которая развивала экономику, промышленность и цивилизацию, а потом, после катастрофы, эта цивилизация распалась. Вернемся к замкам. Есть ли подобный пример в современности? Оказывается, есть. Давайте зачитаю статью. Речь пойдет о городе Йоханнесбург в ЮАР. Йоханнесбург – это современный город с небоскребами, а в ЮАР существовала своя космическая программа. Страна обладала ядерными технологиями и оружием. В ЮАР впервые в мире произвели пересадку сердца. Рассказ от Михалыча, нашего иммигранта, проживающего в Кейптауне в то время.
Так вот, в один прекрасный момент, вероломно, без объявления войны, в Йоханнесбург вступила пара миллионов местных жителей, открыв эру африканской реконкисты. Они просто снялись с насиженного места и пошли туда, где вкуснее пахнет. Михалыч в то время жил в Йохане и рассказал следующее. В разгаре рабочего дня вдруг, откуда ни возьмись, наступил ахтунг. Распахнулись двери офисного центра, и в здание, малоорганизованно и стихийно, но весело и на позитиве, просочилось несколько тысяч местных. Гости прибыли со своими пожитками и скарбом. Они попросили не обращать на них внимания и продолжать работу, а сами тем временем стали осваивать неэффективно используемые с их точки зрения площади. Они равномерно рассосались по офисам, заняв свободные кресла, диваны и стулья. Заняли туалеты и коридоры, попутно снимая с окружающих все сувениры, что на них было блестящего. Здание наполнилось жизнью и радостной суетой. В коридорах забивали и потрошили птицу, в переговорных готовили еду, в туалетах принимали ванны. На вежливый вопрос, как это понимать, они просто ответили, что теперь они будут тут жить. На уточняющий вопрос «как так?», они ответили, что так всем будет лучше. Вызвали полицию. Полиция не приехала. В полиции сказали, что пока не могут, так как у них в участках такая же херня происходит. Тогда все, кто мог, стали по-тихому бежать в пригороды и в сторону Кейптауна, попутно возводя рубежи обороны. Рвы, ряды колючей проволоки под напряжением, забора. После массового бегства собственники зданий стали думать, что же делать. Придумали. Они решили, что если выключат захватчикам свет и воду с канализацией, то они сами покинут здание и вернутся в саванну. Выключили. Захватчики этого даже не заметили. Похоже, у них и так в саванне не было ни света, ни воды, ни канализации. Я спросил у Михалыча, а куда они тогда гадят? Михалыч ответил, что они и сами долго бились над этим вопросом, и когда узнали ответ, были сильно удивлены. Оказалось, что захватчики, осваиваясь в зданиях, долго не могли понять функциональность лифтовых шахт. Когда захватчики отковыряли двери, долго гадали, сплевывая вниз, зачем эта дыра. А потом догадались и отдали должное интеллекту строителей небоскребов. «Как же они все толково придумали», – подумали захватчики, и начали гадить и сбрасывать мусор в лифтовые шахты. Со слов Михалыча, толпа захватчиков, отжав здание, в среднем засирает его по самую крышу за 10 лет. Ну а затем, как и в добрые доисторические времена, откачевывала на новое пастбище, заселяя новый небоскреб. Опять же со слов Михалыча, в Йохане появилась новая неформальная услуга. Некие крепкие ребята предлагают собственникам захваченных зданий услугу по реотжиму здания. В какой-то момент к зданию подъезжает пара сотен крепких парней, вооруженных до зубов, и тихо и спокойно, стараясь не разбудить мирно сопящих захватчиков, начинает отжим здания, весьма жестко выдушивая всех вселенцев. И пока те не пришли в себя и не пошли переспрашивать, а что, собственно, это вообще было, заваривают все входы и выходы, выкапывают рвы, натягивают проволоку и пускают по нему ток. Затем, после того, как здание приводят в чувство, его снова пускают в эксплуатацию. Высочайшее 173 метра жилое здание Африки с внутренним атриумом славилось среди горожан беспрецедентными видами на город. В 1990-е после ликвидации апартеида опустевшую высотку захватили банды, превратив элитный кондоминиум в рассадник преступности, наркомании и СПИДа. Дно атриума выступило в роли свалки высотой в 5 этажей. Очень похожая ситуация случилась в Европе несколько сотен лет назад. Более цивилизованное общество построило замки, а по моей версии замки – это промышленные здания тех лет. Потом что-то случилось, и туда пришли новые люди, которые стали использовать замки по своему разумению. Проведение пиров, во время которых они гадили по углам и за занавесками. А после того, как в здании нельзя было находиться, перебирались в новый замок. И в завершении. Независимые исследователи для объяснения какого-то явления часто используют новую терминологию, например, карго-культ. Автор этих строк предложил новый термин «карго-культ наоборот» или «эффект клумбы», когда артефакты от периода времени с более высоким развитием используют в качестве фонтанов, клумб и других украшений. А сегодня предлагаем новый термин «эффект Йоханнесбурга», когда здания от более высокоразвитой цивилизации используют не по назначению. Кстати, таких примеров в нашей истории очень много. О них будем рассказывать в следующих видео. А на этом все. Благодарим за просмотр.
Не забывайте подписаться на канал. До новых встреч. Пока.